Что, друзья, всем привет! Прилетел в Москву. Впереди у нас ряд очень важных встреч и событий. Нас пригласили в институт ИМБП РАН. Это передовой институт по космической медицине и биологии. Есть такой проект легендарный Марс-500. Они когда-то давно делали, в общем, имитировали длительный полет на Марс, где 500 дней люди жили в закрытом пространстве и там проводили различные эксперименты и наблюдения. Вот. Также нас пригласил и нами заинтересовался фонд, который занимается поддержкой и инвестированием в научно-популярные проекты. Посмотрим, как эта встреча состоится, но предварительно ребятам очень интересно наш проект. Ну а прежде мы поедем и заглянем на форум блокчейн. Это большой международный форум по криптоиндустрии, который проходит раз в год. Вот мы там тоже, так скажем, участвуем. Вот. А как участвуем, я вам покажу позже. Мы приехали на международный форум по блокчейну и искусственному интеллекту. Это то место, где на сегодняшний день самая большая концентрация новых технологий и инвестиций. Вот. Ну а мы ищем не только научные смыслы, но и ресурсы для реализации нашей мечты. Пойдем? Вот встретился с Василием. Василий наш... Всем привет! Да, Василий наш амбассадор в проекте. И я ему привез вот такой вот подарок. Кстати, тематический пакет случайно попался. Отлично, смотрите, это то, что мы творим космос. Кто на самом деле управляет будущим новой индустрии? На сцене блокчейн форум 2026 легендарный предприниматель и инвестор Эрон Маск. And my limited experience I've been working in politics and in the human sciences a little bit. So when I come to Russia, which the first time I did was last year in June, which is a place that had always been closed off to me, I was able to feel good because the rest of the world is becoming, the world outside Russia is becoming very, very not so good, not so good. And when I got to Russia, I looked at this and my little voice in the back of my head said to me, this is where the developed world will be living in about 50 to 80 years. This huge continent is where the developed world will be in 50 to 80 years. Now I'm not saying that to make you happy. I'm telling you what my experience was. This is very cool. Ребята, это заслуживает аплодисментов. Если вам не перевели, то в течение через 50 лет, скорее всего, весь мир будет жить в России. This was made even more pertinent when one of Sergei's friends at a dinner said to me, a very smart guy, he said to me by chance that Moscow is much warmer now than it was 25 years ago. That's correct, yes. And so that made me feel even more sure that the developed world is going to be on this continent Yes. in the future. That's correct. Космос становится ближе, чем когда-либо. Сегодня команда проекта «Уральский Марс» отправляется в святая святых отечественной космической медицины Института медико-биологических проблем Российской академии наук. Именно здесь, за этими стенами, создаются условия для будущих межпланетных перелетов.
научно-популярное туристическое место отдыха в формате глэмпинга на уникальном марсианском ландшафте. Вот честно скажу, это одна из моих, так скажем, мечт было побывать в этом комплексе. Это просто уникальный вообще, уникальный объект сооружения. Ничего подобного в России у нас нет, и да и в мире не так много, я бы сказал. А возможно, мы еще и будем сотрудничать с этим институтом. Ну, по крайней мере, уже у нас очень положительно складываются наши отношения, да, переговоры, и я думаю, что мы будем очень скоро сотрудничать. Основные направления деятельности которого охватывают узловые проблемы современной биологии, физиологии, психологии и медицины. Институт является одним из наиболее авторитетных в мире научно-исследовательских центров, связанных с комплексным решением проблем освоения человеком космического пространства. В России и в других странах мира институт известен под исторической аббревиатурой ИМБП. Институт был создан в 1963 году как головное учреждение по проблемам космической биологии и медицины. Инициаторами этого решения выступили главный конструктор ракетно-космической техники Королёв и президент Академии наук Келдыш. С первых лет своего существования основной задачей института является проведение опережающих исследований, направленных на изучение влияния экстремальных факторов космической среды на человека и другие биообъекты. Изучение данной проблематики позволило обосновать пути предупреждения патологических изменений в организме, создать искусственную среду обитания, обеспечивающую профессиональную деятельность космонавтов без вреда их здоровью и адекватное возвращение к условиям земной гравитации. Совместно с профильными медицинскими учреждениями и организациями космической отрасли институт разработал уникальную систему отбора, освидетельствования и подготовки космонавтов гражданских ведомств, в том числе космических туристов. ИМБП участвует в осуществлении медицинского контроля состояния космонавтов на месте посадки спускаемого аппарата, а также программы лечебно-оздоровительных мероприятий в период послеполетной реадаптации. На основании результатов фундаментальных и научно-прикладных исследований специалисты МБП в кооперации со смежными учреждениями и организациями Российского космического агентства и Академии наук обосновали, разработали и внедрили в практику систему медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения космических полетов. Перед нами сердце экспериментального комплекса. Это серверная станция, где непрерывно обрабатываются данные о среде жизнеобеспечения. На десятках мониторов отображаются все ключевые параметры системы и ведется круглосуточное наблюдение за экипажем через 96 камер, установленных во всех зонах, за исключением личных кают и санузлов. Здесь же находится зона имитации внекорабельной деятельности, выхода на поверхность других планет, будь то Луна или Марс. Во время знаменитого проекта Марс-500 испытатели работали здесь в настоящих скафандрах от НПП «Звезда». Сегодня для тренировок используются специализированные костюмы и технологии виртуальной реальности. Обратите внимание на уникальную систему подвесов. Она не просто удерживает человека, а точно моделирует пониженную гравитацию Луны или Марса. В сочетании с скользящей поверхностью и VR-очками испытатель может перемещаться по виртуальному ландшафту, выполняя сложные задачи за отведенное время. При этом специальные костюмы, разработанные институтом, позволяют работать часами без дискомфорта. Подобных комплексов в России больше нет, да и в мире их можно пересчитать по пальцам. Наш визит в институт медико-биологических проблем подошел к концу. Увидеть своими глазами комплексы, где ковалось будущее межпланетных полетов в проектах Марс-500 и Сириус – это невероятный опыт. Впереди у команды Уральского Марса масштабные планы, и мы надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с выдающимися учеными. Да, вот было предложено еще поучаствовать в экспериментах, которые проводятся, в исследованиях. И вот тут набирают добровольцев
я уже предварительно поговорил, буду подавать заявку. Возможно, поучаствую в одном из проектов как участник. Что хочу сказать, встреча прошла очень продуктивно, очень интересно. Я, честно, мечтал побывать в комплексе, где проводился научный эксперимент Марс 500 и Сириус. Ну и непосредственно мы сами все это увидели, все это показали видео. И впереди у нас долгое продуктивное сотрудничество с институтом.